Привет, мои дорогие девочки! У нас сейчас будет с вами расклад. Он и ты на расстоянии. Что дальше? Этот, это канал у нас называется «О главном и случайном». Мы здесь гадаем без вариантов на определенные темы. И если вы вот в поисковике захотели разобрать эту тему, нашли наше с вами вот это гадание, я очень рада. Приходите, давайте посмотрим. Значит, оно вам нужно. Ну что, давайте посмотрим. Он и ты на расстоянии. Что дальше? Что дальше вообще будет в ваших отношениях, когда ты с ним находишься на расстоянии? Ну, это очень хороший. 11-й старший аркан выпал. Это, девочки, говорит о том, что вот это расстояние между вами, оно на самом деле кармическое. Оно учит и вас, учит и вашего этого мужчину понимать, зачем вы вообще друг другу даны. То есть, если бы вы были без расстояния, вы либо бы не встретились, либо ну, вот как-то закрутились ваши отношения и быстро, например, бы ушли. Но вот это есть кармические отношения. И очень часто они именно на расстоянии находятся. Знаете почему? Потому что вам вот так вот высшие силы, а, жизнь, она дает время для того, чтобы вы поняли свои чувства, чтобы он понял свои чувства. Да? Вот именно общение вас держит на расстоянии, чтобы вы не сближались быстро, ничего не поняв. То есть тут самое главное, это они вам даются, эти отношения, только для того, чтобы вы поняли м, себя, поняли его, чтобы вы научились общаться словами, например, видеосвязью какой-то, все остальное, не кидаясь, скажем так, в страстные любовные отношения, в телесные, да, это немножко другой уровень отношений. И вот вас специально так держат, учат вместе, и его тоже. Тройка кубков. Вас учат любви, и его учат любви. Есть моменты, девочки. Смотрите, вы выпали королевой мечей. И вот тут вот выпала эта карта силы, тройка кубков и королева мечей. Я вам скажу так, если бы эти отношения не были на расстоянии, вас бы не было. Вас бы унес ветер перемен, да? И не сколько бы его, а сколько вас. И это, скорее всего, просто именно кармический урок, именно ваш. Именно ваш, девочки, это как-то закаляет вас. Вот эти отношения именно с этим мужчиной учат быть вас вместе и наслаждаться именно общением, додумыванием, да, уступать друг другу, спрашивать, как дела, находить такой вот общий язык, ваш птичий язык, скажем так, формировать. Потому что если бы не это расстояние, девочки, вы бы его бросили. И это именно вот от вас идет такое. Это будут долгие отношения. Вот вы спрашиваете, он и ты на расстоянии, что дальше? Вот это, девочки, такие отношения, которые вот очень долго, скажем так, будут держаться на расстоянии. У вас будет получаться с ним общение именно на расстоянии. Потому что если сейчас вы будете пытаться активничать, чтобы сблизиться в физическом плане, то есть вы хотите к нему приехать, он хочет к вам приехать, да, то что-то будет не получаться. Вот как будто будет какая-то все равно между вами стена. Даже если вы будете хотеть и он будет хотеть этой встречи, она не идет быстро, эта встреча. Потому что еще, как говорится, про вас еще учат, и это еще учение продлится. 14-й старший аркан. Король Пентаклей, маг, семерка мечей, двойка кубков. Это отношения, которые раскрывают вам сердце, девочки. Это отношения, которые учат вас любить мужчину не то, что там прямо на расстоянии, а учат любить вас вообще на самом деле. Скучать, писать, общаться, вести диалоги, закрывать, например, тот же телефон и
когда вы с ним не общаетесь, думать о нем, да, а как там, что, все остальное. Учит порядку какому-то вас и его, возможно, даже какой-то верности учат. У меня, девочки, тоже, кстати, были кармические отношения на расстоянии, да, и чему я научилась за те годы, да, многому чему. И мы прям, знаете, даже до сих пор вот такие друзья нерушимые, скажем так, вообще нерушимые. Хотя это уже даже вот больше 15 лет прошло. Э, У вас тут тоже не все так прям гладко будет. Он, девочки, не сможет к вам приехать. Это я вам сразу говорю, да. Тут будет вариант, что вам надо будет думать, как приехать к нему. Но тут не стоит совершенно спешить. Вот это тут надо смаковать вот эти вот отношения на расстоянии. На расстоянии, девочки. Он не поедет сам. Вы от этого сильно расстроитесь. 7 мечей выпала. Ну, мы не будем тут, знаете, лить елей в уши, девочки, да. Но тут надо просто быть готовым к этому и что вас ждет. И он выпадает ведьмаком и магом по отношению к вам, да. То есть он вас зовет, а ваше естество, ваша судьба, она сопротивляется тому, чтобы вы туда, кстати, поехали. Понимаете? И тут судьбоносное, что в ваших отношениях? Вот именно чувственность в сообщениях, чувственность вот прям в телефонах, да, чувственность в словах, в разговорах, в переписках. Вы прям учитесь любить. Вот это прям какой-то один из больших уроков вашей жизни. Он не поедет, скорее всего, вам придется что-то думать, как ехать. Или, девочки, вы выберете такой, сделаете выбор, что вы решите, почему я должна ехать, я женщина, я девушка, должна ли я ехать туда вообще. А он обидится, что вы не поедете к нему. 4 мечей. И на этом, может быть, все закончится. Смотрите, девочки, тут интересно. Тут надо немножко относиться к нему не как именно к мужчине, к обычному мужчине, который окружает вас, да. Это и реально такие отношения на расстоянии, которые вот вы не видите этого мужчину. Вы не можете его пощупать, да. Может, вы встречались до, может, девочки не встречались. Это не важно. Мы сейчас рассматриваем именно вот это расстояние. Оно долгое. Оно, девочки, смотрите, тут выпал карта силы и карта правосудия. 8-й, 11-й старший аркан, которые вот замыкают этот круг. Дело в том, что вас эти отношения научат правильно общаться с мужчиной вот через инструмент вот такой вот, как телефон. Реально. Он к вам не поедет. Он даже, ну, как бы не то, что не собирается, он не хочет и все остальное. У него тоже свои вот эти вот препоны. Вот, знаете, это ваша орбитальность такая, гравитация, которая и не дает полностью сойтись, и в то же время не дает сойти с орбиты. Понимаете? Вот и все. Но если вы не поедете к нему, а он будет ждать, да, он обидится, и, девочки, эти отношения закончатся. Но самое главное, тут не надо к нему тоже лететь. Дело в том, что у вас будут такие вот назревать вопросы, почему я должна ехать, почему он мне не дает денег, если он не будет давать вам эти деньги, да, то есть тут такое идет. У вас будет очень много вопросов по поводу вот этого движения к нему. Он, как мужчина, должен вам обеспечить вот эту полную безопасность того, что вы поедете к нему и вы вернетесь. А потом, когда в следующий раз поедете, вы поедете либо невестой, либо это, ну, что-то уже такое серьезное и конкретное будет, да. И он к этому не готов. И вы, девочки, к этому тоже не готовы. И получается, что сначала то и вы его отрицаете, то он потом вас отрицает, то вы к нему стремитесь, а он тормозит, да, то вы тормозите, а он к вам стремится. И дело в том, что вы сделаете вот этот свой выбор определенный, да, и мужчина тоже сделает вот этот свой выбор. И смотрите, тут 4 мечей выпадает, это возможно, что вот эти отношения все-таки закончатся, прервутся из-за того, что вы не найдете пути к друг другу. Но из плюсов выпали король мечей он и королева мечей вы. То есть, если вы
сами по себе вот восточные вдвоем, полукровки, да, то есть смешение у вас тоже кровей такое идет, хорошее такое смешение разных. Потом, девочки, если он вам, как говорится, вы в равноправии каком-то, то есть вы хорошо зарабатываете, он хорошо зарабатывает, и вы можете позволить друг другу так ездить, да. Еще что немаловажно, занимать даже вот друг другу, я вам так скажу. И если это будет, то встреча возможна, колесница, то есть там и предложение руки и сердца может быть, но опять-таки станет вопрос, где вы будете вместе с ним жить, потому что он не захочет в ваших краях жить, а вы может и заортачитесь жить в его краях, понимаете? И даже если вы будете согласны, там будут происходить какие-то такие вот вещи, когда вы будете думать, блин, я хочу домой, мне тут надоело или еще что-то. То есть тут в этих отношениях все время придется преодолевать, понимаете, друг друга. И друг друга поддерживать, и где-то, знаете, смолчать лишний раз, да. А как это смолчать, если вы на расстоянии, в принципе, всегда легко высказаться. Ну, короче, тут запутанная история у вас, очень запутанная, да. Но вот по факту, девочки, как разрешить эту историю с он и ты на расстоянии, что дальше? Вам надо прям договариваться о том, да, когда вы можете увидеться. Вот видит ли он себя в ваших краях, видите ли вы себя в его краях как гостья и гость, да, друг друга, что кого чего будет ждать. А, о, Потом надо будет думать про второй раз, когда кто к кому едет, да. И тут тоже могут быть обидки, потому что вы к нему съездите и будете звать его к себе, а он не поедет, девочки, да, это же. А вы два таких вот, скажем так, здесь выпали король и королева мечевые. То есть вы будете, знаете, ну, поэтому обижаться, выяснять где-то отношения. И он, и вы. Еще выпала тут карта повешенного, да, то есть он к этому ничему не готов. Он в интернете может такой храбрый заяц быть, но на самом деле он к этому тоже ничему не готов. И тут может быть и предложение руки и сердца с кольцом, девочки, да. Но до этого всего это должны быть полностью готовые пакеты документов к переезду. Вы должны быть полностью уверены, чем вы будете там заниматься, все остальное. Тут столько всего надо порешать до того, как воссоединяться с этим мужчиной, да. Это очень много всего. И это очень сильно во времени растянутые такие отношения. И, возможно, девочки, вот как ни странно, да, либо вы все завершите и бросите его, или, девочки, вы будете продолжать с ним общаться, но у вас будут тоже и другие мужчины тоже. Причем я вам советую вот не признаваться, да, что вы в отношениях с кем-то другим какое-то время, да. Но если вы видите, например, то, что он к вам не едет, и вы не можете, да, если вы уже взрослые люди, признаться, в принципе, можно и сказать, да, ты знаешь, я сейчас зашла в отношения, пробую наладить свою личную жизнь. И, скорее всего, этот мужчина дальше будет поддерживать с вами связь, потому что он тоже как бы без вас не сможет. И вот будет ждать того, когда вы расстанетесь и опять ему напишите. Да? То есть вот это кармические отношения, которые, девочки, очень долго у вас будут длиться с этим мужчиной. Вот и все. Но тут очень много вопросов и нерешенных. То есть что дальше, девочки? Тут нету, вот в этом раскладе у вас такого, знаете... Он приехал ко мне, забрал меня в белой карете, да, и я поехала жить в эту теплую, например, страну, лежать под пальмами и все такое. Там другой язык, может быть, да, там вообще другие условия, там вы будете оторваны от своих близких, от своего обычного уклада жизни. И стоит ли это отношения, стоят ли эти отношения вот и полностью поменять либо вашу жизнь, либо полностью поменять его жизнь, да, это под большим вопросом, и он у вас вот так вот не решен. Вот по факту общайтесь с ним, но задавайте ему вполне конкретные вопросы. Приедешь ли ты ко мне? А поеду ли я к тебе? Кто будет это все оплачивать? Кто, гостья ли я буду или в качестве кого я поеду, да? То есть вы с ним вот прям все должны вот прям
решать, девочки, реально решать. И обратите внимание, чтобы он тоже в себя, как говорится, очень сильно не верил, потому что мужчины могут, знаете, по ушам так поездить, а потом взялся за гуш, не говори, что не душ. А он, девочки, может оказаться не душ, и вы тоже будете злиться. Я вижу здесь, да, вы мечевыми выпали. То есть это говорит о том, что все-таки, девочки, вот, знаете, будет какое-то выяснение отношений у вас с ним, и непонимание. И если вы будете кататься друг к другу в этих непониманиях, это ничем хорошим не закончится. Да? Поэтому все выясняем на берегу и смотрим на его мужское поведение к вам. Эти отношения, еще раз вам говорю, как я и сказала в начале, они вам даны для того, чтобы научить вас любить, научить его любить, научить вас общаться на расстоянии без подключения тел. Понимаете? Это очень важно и для него, и для вас. Возможно, почему вам пришел этот урок в жизни, да? Возможно, как-то, вы об этом не задумывались особо, и он об этом не задумывался. И были... У каждого своя какая-то жизнь была, и вот этот вопрос был не проработанный, и вот вы друг друга такие учителя и появились. Поэтому тут такое дело, девочки. Все конкретно выясняем, да, и смотрим. И знаете, какой будет хороший показатель? Очень легкий и хороший показатель, девочки, что мужчина силен взять вас, скажем так, да, когда он высылает вам деньги. Не вы ему, а он вам высылает, да, вот как-то прям пытается воздействовать на ваше физическое тело, чем? Очень легко, чем? Посылочками. Посылочками, девочки, и деньгами. Если он не шлет вам ни посылок, ни денег, все, девочки, ничего не будет. Это я вам просто, просто и говорю, как оно есть. Все, любимки мои, пока-пока. Пусть у вас все будет хорошо. Пусть у вас будет настоящая красивая любовь.